Готовы посмеяться? Тогда пристегните ремни, мы взлетаем. Ну что, друзья, июнь в этом году решил нас не баловать стабильностью. Погода меняется так быстро, что не успеваешь привыкнуть к одному состоянию, как оно тут же сменяется другим. Конечно, интернет не смог пройти мимо такого безобразия. Социальные сети заполонили мемы и шутки про капризы погоды. Люди делятся своими наблюдениями и смешными историями. Народ вовсю шутит, что погода, как вертолет, никак не может определиться, куда лететь. То ли к нам, то ли от нас. Каждый день новая загадка. То ли к нам, то ли от нас. И каждый раз это вызывает улыбку и смех. Ведь что еще остается делать, когда природа так непредсказуема? Что это такое? Я окно еле закрыл. Июнь – это не только время отпусков и шашлыков, когда все собираются на природе, наслаждаются теплой погодой и вкусной едой, но и горячая пора для выпускников, которые готовятся к одному из самых важных этапов в своей жизни – сдаче ЕГЭ. Экзамены, как говорится, не шутка, но и шутить на эту тему никто не запрещал. В интернете можно найти множество мемов, которые помогают снять напряжение и немного отвлечься от стресса. TikTok просто взрывается от мемов про ЕГЭ. Пользователи создают забавные видео, делятся своими переживаниями и смешными ситуациями, связанными с подготовкой к экзаменам. Все эти переживания, приметы, бессонные ночи, плодородная почва для народного творчества. Студенты делятся своими историями о том, как они готовятся к экзаменам, и это становится источником вдохновения для создания новых мемов. А как вам, например, мем про то, что перед экзаменом нужно положить учебник под подушку? Говорят, помогает. Многие верят в такие приметы и следуют им, надеясь на удачу. Важно помнить, что подготовка к экзаменам – это не только индивидуальный процесс. Многие собираются в группы, чтобы вместе готовиться, делиться знаниями и поддерживать друг друга. Не забывайте делать перерывы и отдыхать. Иногда лучший способ справиться со стрессом – это просто отвлечься и немного расслабиться. И вот, наконец, экзамены позади. Время праздновать и наслаждаться заслуженным отдыхом. Мемы про ЕГЭ продолжают жить, напоминая нам о том, что даже в самых напряженных ситуациях можно найти повод для смеха. Ну, или хотя бы посмеяться. Ведь смех – это лучший способ справиться с любыми трудностями. Ну и куда же без наших любимых санкций? Кажется, они стали неотъемлемой частью нашей жизни, как гречка или пробки на Садовом кольце. Каждый раз, когда мы думаем, что уже привыкли ко всему, появляется что-то новое. Вспомните, как мы смеялись над первыми мемами про санкции. Тогда это казалось чем-то далеким и несерьезным. Но теперь, когда санкции стали частью нашей повседневной реальности, мы научились находить в этом даже что-то позитивное. Июнь, конечно, не подкачал. Новые ограничения не заставили себя ждать. Кажется, что каждый месяц приносит нам новые сюрпризы. Но, как говорится, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но русский мужик не унывает. Мы всегда находим способ адаптироваться и даже смеяться над самыми сложными ситуациями. Это, наверное, и есть наша национальная черта. Умение находить светлую сторону даже в самых темных временах. Соцсети взрываются от мемов про доллар. Эксперты снова строят Кузькину мать, а мы с вами просто наблюдаем за этим цирком с попкорном. Каждый день появляются новые шутки и карикатуры, которые помогают нам справляться с реальностью. Ведь смех – это лучшее лекарство от стресса. И вот, несмотря на все трудности, мы продолжаем жить, работать и смеяться. Ведь жизнь продолжается, и мы не можем позволить себе унывать. Так что давайте поднимем бокалы за нашу способность находить радость в самых неожиданных местах. С Днем санкций, друзья! А этот мем – просто шедевр лаконичности. Рыжий кот, уставший взгляд и фраза «эх, бля», которая идеально описывает вообще все, что происходит вокруг. Кажется, этот кот – наше все. Он понимает нас без слов, он – наше отражение в зеркале интернета. В июне 2024 года вышла новая игра на платформе Telegram под названием Hamster Combat. Игра представляет собой кликер, где игроки управляют хомяком CEO криптовалютной биржи. Кликая по экрану, игроки зарабатывают внутриигровые монеты и улучшают свою биржу. Игра быстро набрала популярность благодаря простому, но увлекательному геймплею и мемам. С момента запуска игра привлекла более 100 миллионов пользователей, а ее канал в Telegram насчитывает 20 миллионов подписчиков.
И, конечно же, какой июнь без мемов про отпуск? Кто-то уже нежится на пляже, попивая коктейли, а кто-то только мечтает об этом, сидя в душном офисе. Но мемы объединяют всех. Ведь так приятно посмеяться над собственными мечтами и страхами, связанными с долгожданным отдыхом. А сейчас поговорим о меме, который гуляет по Рунету уже 15 лет. О Виталии, герое того самого рэп-клипа. В далеком 2009-м тысячи россиян завирусили пародийное видео, где Виталий изображал крутого гангста-рэпера. Только вот выглядел он скорее как скромный ботаник. Создатель этого шедевра, Виталий Симеонов из Новосибирска, сейчас трудится младшим научным сотрудником в Академгородке. Он сам признается, что к своему рэп-прошлому относится с юмором, а то и вовсе сдержанно негативно. Никакого Виталя 4 он выпускать не планирует, но это не мешает клипу оставаться на плаву. Спустя 15 лет он переживает новую волну популярности, даже на шоу «Конфетка» его переиздали. Вот так Виталий, сам того не желая, стал настоящей легендой Рунета. У нас в гостях легенда – Николай Николаевич Дроздов, тот самый дядя с добрыми глазами, который нас всех с детства в мир животных таскал. Не зря он герой кучи мемов, как тот, где он с чужим в обнимку. Оно и понятно, кто ж таких зверушек не любит. Недавно, 20 июня, Николаю Николаевичу стукнул 87-й годик. Ох, сколько он всего повидал за свою долгую и крутую жизнь. Больше 40 лет он вел в мире животных, открывая нам глаза на всякую живность по всему свету. Но время никого не щадит, и здоровье в последнее время у Николая Николаевича пошатнулось. В январе прошлого года он здорово грохнулся на улице, поскользнулся, да неудачно так. 7 ребер сломал, одно аж легкое проткнуло, воспаление подхватил. Да и с глазами беда, после падения хрусталик ему заменили, а тут еще и глаукома прицепилась. В этом году опять под нож пришлось лечь, колено подвело. Но не сдается наш Николай Николаевич, держится молодцом. Недавно видео выложил, где по лестнице прям бегает, успокаивает всех, кто за него переживает. В прошлом году еще про рак трезвонили, но сейчас, слава богу, состояние у него нормальное. Вот он, пример стойкости и жизнелюбия. Любовь к животным и природе у него никуда не делась, а мемы с ним все так же радуют и поднимают настроение. У нас на повестке дня мем, который порвал весь Рунет. «Верни мне Толика». Истоки этого мема ведут к знаменитому твич-стримеру Глебу, больше известному как Сосовод. У Глеба под 500 000 подписчиков, и он всех покорил своими взрывными и искренними стримами, особенно по Доте 2. Так вот, во время одного совместного стрима с другой стримершей, Лизой, Глеб выдал фразу «Верни мне Толика» с таким надрывом, что у всех челюсти попадали. Фраза тут же разлетелась по ТикТоку, где народ начал клепать видосики с ней в самых непредсказуемых ситуациях. Мем «Верни мне Толика» стал таким хитом, потому что он, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Коротко, ясно и смешно. Что еще для счастья надо? Пауз, 2 секунды. Испанский бренд Loewe решил не отставать от мемов и выпустил сумку, которая выглядит как настоящий помидор. Да-да, помидорчик, как с грядки у бабушки. Все началось с того, что в начале июня фотка помидора от пользователя eHoma Cowboy взорвала соцсети. «Этот помидор чисто Loewe», – пошутил автор, и понеслось. Народ начал постить похожие фотки, и тут креативный директор Loewe, Джонатан Андерсон, решил: а не воплотить ли нам этот мемчик в жизнь? И вот он показывает нам сумку в виде того самого помидора и говорит: «Мем Loewe стал явью». Пока не ясно, когда эта вкусняшка появится в магазинах и сколько будет стоить, но одно можно сказать точно – это хит среди модников и всех, кто ценит нестандартные аксессуары. Кстати, помните, как Balenciaga в июне выкатили кроссовки, которые делают вас на 16 сантиметров выше? Ну так вот, сумка-помидор – это уже совсем другой уровень креатива. Ну вот и все, ребятки, наше космическое путешествие по волнам интернет-юмора закончилось. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться своими мыслями в комментариях. Пока-пока.